Итак, приветствую всех на моем канале. С вами Дмитрий. Сегодня 2 июня и по традиции мы начнем с валютных пар. Перед нами евро-доллар. И что мы наблюдаем? Значит, вчера был хороший отскок. Итак, что мы видим? Вчерашний мой прогноз четко оправдался. Смотрите, я говорил, что на 1.0680 может опуститься еврик, после чего я предлагал что? Пересмотрите мое видео, говорил, работаем от лонга. И посмотрите, как утулили, можно так сказать, вверх. Или выросли, кому как больше нравится. 1.0780, да? То есть мой прогноз четко сработал, хотя, напомню, я очень редко торгую евро-доллар. Так, ну что теперь? Смотрите, теперь я жду коррекцию. Вот он, уровень поддержки 1.0760. Его, я думаю, пробьют, уйдут куда-нибудь на 1.0720. Потом, может быть, на 1.07. Почему? Потому что, ну, во-первых, просится коррекционное движение вниз. Соответственно, при пробитии этого уровня можно шортить. Ну и, соответственно, в общем-то, основное движение сегодня все-таки, я думаю, будет нисходящее. Так, поехали дальше. Теперь у нас фунт. Что касаемо фунта против доллара. Тоже прогноз мой вчерашний сработал. Прошла коррекция 1.2445, ну практически 40, как я говорил. После чего рекомендовал работать от лонга, то есть покупать. И мы видим рост, который реализовался по фунту. То есть, знаете, как говорится, вот прям под копирку все получилось. Если говорить, я не волшебник, я только учусь, то это правда. Если бы знал прикуп, жил бы, наверное, на Мальдивах, я бы так сказал. Итак, что сегодня? Сегодня жду коррекционного, в принципе, движения, по крайней мере, после пробоя уровня 1.2520 сейчас можно пробовать шортить. Первый уровень, или тейк, точнее, правильно сказать, по шорту 1.2480, да. Вот, следующий будет где-то на уровне 1.2450. Ну, цели я вам обозначил, тренд я вам обозначил. Ну, в принципе, осталось только за малым следить и заходить в сделку. Так, что у нас? Хочу еще прокомментировать доллар-иену, поскольку, по-моему, в прошлый раз я ее не комментировал, не помню уже. Да, прежде чем доллар-иена, я хотел еще напомнить, что сегодня вышли негативные экономические данные по Британии и по еврику, ну, точнее, по еврозоне, правильно сказать. С одной стороны, по еврозоне уменьшилась на 0,1% безработица в апреле, с другой стороны, индекс потребцен уменьшился, и по фунту индекс деловой активности снизился на 6 пунктов, даже 7. То есть это все, конечно же, должно негативно сказаться на коррекционных движениях вниз по еврику и по фунту. Это уже мы сейчас говорим о фундаментальных причинах. А вначале я говорил о техническом анализе. Что касается доллар-иена, смотрите, коррекция прошла, скорее всего, сегодня движение будет восходящим, скорее всего, поскольку здесь уровень, сейчас они в проторгованном уровне, то есть можно определить, что если пойдет выше 138, 139, уверенно, если пойдет, то можно будет покупать. Тейк минимум 139.40, потом следующий там будет 139.80. Кроме этого, не забываем, что вечером выходят новости. Так, с новости сейчас скажу, секунду. Так, почему-то у меня, не пойму я, почему у меня показывает
Окей, сейчас скажу точно. Ага, это у меня не обновилась страница, понятно. Показывает, значит, в США уровень безработицы через 20 минут. А, Это, конечно же, тоже скажется и на индексах, и на фьючерсах, на индексы, и на акциях скажется, естественно, сегодня вечером. Также будет 3 звезды. Это изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Тоже важная информация, от нее надо отталкиваться. Если занятых в несельскохозяйственном секторе будет больше, чем в прошлый раз, то есть 253 тысячи было на прошлой неделе, посмотрим, как в этот раз будет. Если выше, ну супер, это подхлестнет к росту еще раз индексы и акции. Ну и, соответственно, доллар укрепится по отношению к валютным парам. То есть, соответственно, что? Еврик посыпется вниз, фунт посыпется вниз против доллара. И, возможно, иена подстегнется как раз и вверх. Так, теперь турецкая лира ради, как говорится, приличия посмотрим. Смотрите, это все неделя, ознаменованная победой Эрдогана. Посмотрите, как рынок реагирует на эту победу. Ну, казалось бы уже, куда расти, да, должна быть какая-то коррекция. Хотя мы смотрим сейчас уже месячный график, и что я вижу, вуаля, 2 июня, но при этом у нас очень такой мощный тренд на то, чтобы пойти еще выше, чем сейчас. Ребят, на самом деле и на 21, и на 22 можно уйти за июнь месяц. Хотя, если смотреть как бы по индикаторам, просится коррекционное движение вниз. Но иену я практически не торгую, вот, поэтому, наверное, редко кто торгует. Посмотрите, движения какие нетехничные. Это, ой, извините, говорю иену, турецкую лиру, я оговорился. Это говорит просто вот, ну, о общем мировоззрении, что происходит в мире, и в частности с экономикой Турции. Напомню, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, потому что 80% смотрят меня без подписки. Напоминаю, для того, чтобы у меня была моральная мотивация делать ежедневные видео, которые, надеюсь, вам помогают зарабатывать на рынке. Соответственно, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, до следующего видео. А у нас будет следующий нефть и газ.